Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером настроились на нашу волну. И Андрей Золотарев, известный украинский политтехнолог, на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что поддерживаете канал, друзья, за то, что принимаете участие в наших разговорах, дискуссиях и, конечно, высказываете свое мнение. QR-код, который видите возле меня, возможность, так сказать, ворваться на экран со своим мнением, пожеланием, предложением, если в вашей стране работает этот сервис. Если вы хотите оставить вопрос заблаговременно, то есть две опции. Это закрытый клуб канала Шелест в Телеграме или сообщество YouTube, где анонс нашей встречи опубликован, и там люди традиционно в комментариях оставляют вопросы для финальной части программы. Чат трансляции тоже подключим в конце, ну и, конечно, естественно, опрос нашего сегодняшнего эфира. Как вы оцениваете «Стамбул-2»? Варианты ответов. Это бесперспективняк, причем полный. С большим скрипом, но идет, дай бог. Шансы на успех высоки. Сам факт Стамбула-2 уже прорыв. И площадка для капитуляции не более того. В общем, такие варианты. Голосуйте, друзья. Больше 1000 голосов есть уже. Интересно будет в конце подвести итог. Давайте с этого начнем, потому что Мединский выходит на российском RT, да, международном. И вообще, как бы такие пространные вещи. Говорит, сидят напротив меня делегаты. Я смотрю, они в форме военной, а в глазах нежелание воевать, отправлять солдат на смерть, и все вроде как хотят закончить эту войну. Но судя по, скажем, вот этим инсинуациям на выходных с телами погибших солдат и офицеров ВСУ, которых свозят к месту обмена, но обмен так и не, или там передача, не обмен, так и не состоялся. Вместо этого сегодня обмен молодыми осуществился, причем, интересно, не называется число. Как-то вот вместе с эскалацией на фронте и в воздушной сфере как-то вот не читается, что там Не бьется. украинские солдаты не хотят воевать. Это не бьется, естественно. Ну, давайте по порядку. Ну, во-первых, и в первом Стамбуле, судя по всему, сидели люди, ну, не сильно готовые воевать. Вспомним, ну, тоже они, правда, хоть и не были в военной форме, но ну, а потом приехали и сказали, а давайте-ка воевать. Ну, я думаю, это публично, как говорится, то, что было озвучено. Я думаю, не публично, там тоже кое-что было сказано мотивирующее, и все пошло по-другому. И здесь точно так же, судя по всему, хотят они или не хотят воевать, это дело другое. Другое дело то, что вряд ли они что-то могут решать, ну, учитывая состав нашей делегации. Явно это не те фигуры, которые были уполномочены принимать какое-то решение. То есть они приехали передать условия. Ну, передали. Убедились в том, что условия одной стороны абсолютно не стыкуются с условиями другой стороны, и между ними по-прежнему громадная пропасть. И никто, судя по всему, мостик над этой пропастью наводить, похоже, не собирается. Отсюда, ну, пока в публичной плоскости все это выглядит как тупик. Да, есть реверансы, в том числе связанные с обменом пленными, репатриацией погибших. Ну, и справедливо заметили то, что начались игры. Понятно, что эта тема абсолютно проигрышная для Банковой. 6 тысяч погибших, ну, уже когда выходит та же народный депутат Федина и заявляет о том, что это 6 тысяч погибших в Курской области, естественно, поднимается вопрос, у всех людей возникает вопрос о цене Курской операции, не слишком ли это дорогой пиар получился для власти. Вот. И неважно, что здесь, но явно информповод проигрышный. Учитывая то, что в этой войне информационная составляющая, она шагает на несколько шагов впереди военной, ну, нетрудно себе представить, потому что это не, ну, состыковать с возвращением пленных это не лучше. То есть, я думаю, что, судя по всему, спустя там, день-два после сегодняшних мажорных новостей о том, что вернулись молодые люди, тяжело раненые, тяжело больные, эта репатриация будет произведена.
И, понятно, неизбежно будут подниматься вопросы. Но делают все, чтобы вот эту негативную для власти тему максимально смикшировать. То есть, чтобы она ушла куда-то на задворки, на периферию. Ибо, ну, не хочется, явно не хочется, чтобы эта тема зашла в топ. А в чем Естественно, будут проблема? Вот подождите, давайте вот все-таки попытаемся разобраться. В чем проблема? Ну, смотрите, я думаю, что все украинцы, которые там и на территории Украины, и за пределами Украины, они понимают, что потери не 46 тысяч. естественно. Все Знаете, ну, все, смотрите, это, все да, понимают. Да, действительно, 6 тысяч тел это много. Это вот прям целая спецоперация. Нужны конкретные силы, там, ну, наверное, МЧС в России, а у нас ДСНС, да? Какие-то должны быть солдаты, наверное, чтобы это все перегрузить с одного рефрижератора в другой. Нужно это все организовать. То есть, и вообще не могу понять, почему Банковая дала возможность все выходные, и субботу, и воскресенье, и даже сегодня, несмотря на обмен тяжелобольными и молодыми, вот вообще играть на этой теме. Нужно было быстро сориентироваться и забирать. Это все-таки не просто что-то там такое, какое-то там эфемерное, это конкретные украинские бойцы. Знаете, понять иногда логику пиарасов с Банковой, ну, для меня тяжело. Вот. Но, очевидно, были какие-то соображения, ну, поэтому пошла такая игра. Ну, знаете, ну, 6 тысяч – это такое количество, которое ну, рвет мозг. Даже, представьте, 2 десятка – это кузов КАМАЗа. Тут 6 тысяч. Эта тема явно не выигрышна. И будут сбивать, естественно. Понятно, что во время войны всегда прикручивают собственные потери и максимально завышают потери противника. Вот как в 1941 году, когда накануне парада на Красной площади Сталин, когда огласил потери Советского Союза в первые месяцы войны, называлась цифра 300, порядка 350 тысяч, 300 тысяч пропавших без вести. А в то время реальные цифры были в несколько раз больше. Попавших без вести, попавших в плен, там счет шел на миллионы. Ну, естественно, а вражеских потерь говорили, что 4 миллиона. Правда, их оказалось реально там раз в 7 меньше. Ну, таковы реалии. И я думаю, в этот раз тоже. Ну, у всех по-прежнему такая оперируют официально озвученными цифрами, которые, как известно, ну, они могут совсем не стыковаться с реальными. А это явно указывает 6 тысяч только ну, репатриируемых тел, говорят о том, что те цифры, которые нам озвучивают, они несколько отличаются от реальности. И по-прежнему там в полях той же Донецкой области, там вперемешку наши с россиянами, ну, до сих пор там все заминировано, и никто там по большому счету не парится, не спешит собирать погибших. Я думаю, будут как с погибшими на Донбассе в 1943 году, как их до сих пор там собирают, до недавних, до войны продолжались. Поисковики довольно активно работали и много находили там под тем же Славянском. Точно так же спустя несколько десятилетий будут находить. Андрей Владимирович, если мы попытаемся понять ну, вот эту историю, это такая больше идеологическая, понятная игра, такая информационная, пропагандистская, точнее даже не игра, здесь именно вот такая развилка, да, то есть вилка для Банковой, и здесь она смотрится достаточно плохо, то так как в других составляющих. А сегодня вовсю уже прям Минобороны российский говорит, что смотрите, мы развиваем и создаем буферную зону в Днепропетровской области. Украинские военные это на выходных опровергли, и сейчас тоже как бы опровергают, но все очень осторожны, потому что, в общем, хранят молчание. Даже пресловутая карта Deep State нам ничего не показывает, говорит, что да, продвинулись шире, но не за пределы Донецкой области. Вообще очень интересная история вокруг вхождения в Днепропетровскую область. Кому это выгодно? Зачем? То есть, опять-таки, непонятно молчание, непонятно поведение. То есть, если россияне зашли, вы должны это признать, сказать, идут бои, да, действительно. Если не зашли,
ну, собственно, надо опровергать и говорить везде, что этого нет. И очень сложно разобраться. Новая область, получается, у нас уже фигурирует в сводках. Это, Александр, эта тема очень политически, и не только политически, чувствительна, поскольку каждое вот такое упоминание, там 5-3 километра до границы Днепропетровской области, мы уже полгода слышим. И каждый раз ну, Днепр немножко встает на уши. Хотя до Днепра там еще 150-100 километров, там, до Павлограда. И не близко, а до Днепра тем более. Ну, и я напоминаю просто то, что тут же Никополь, 80 километров от Днепра, он, это прифронтовой город, Марганец прифронтовой город. Там буквально там, десяток километров через Каховское водохранилище, точнее то, что от него осталось. И там рак. И в Никополь, в Марганец прилетают уже FPV-дроны. Это прифронтовые города. Но, естественно, информация, информационная составляющая шагает впереди военной. И равно как и для российской стороны. Важно это показать картинку, зашли. Возможно, туда и забежала какая-то группа. Но вот по моей информации, ну, Павлоградцы все-таки ближе. Пока присутствие там не отмечено. Это ну, явно, но это же не повод, скажем, для самоуспокоения, поскольку, знаете, еще 15 мая карта Deep State не видела россиян в Сумской области. Сегодня почти 200 квадратных километров Сумской области и северной окраины Юнаковки под россиянами. А Ну это подождите, ну стойте. Выходит Григоров, глава военно-гражданской администрации, говорит, все нормально, мы общаемся с военными, эвакуации областного центра не потребуется. Нет, знаете, но, знаете, верить, к сожалению, вот, уважаемые и не очень уважаемые официальные лица уже не раз садились в лужу, и не раз их заверения они не бились с действительностью. Я напомню, в том же Покровске, город был такой довольно коммерчески успешный, там было немало фирм, связанных там, с там, коксующийся уголь там, и так далее. То есть там был свой бизнес. Ну, самые дальновидные еще до начала нашего контрнаступа летом 23 года начали потихоньку начали релокацию бизнеса. Еще в начале 23 года, когда, казалось, Покровску еще ничего не угрожает. И оказались правы. А сегодня, посмотрите, там полгорода уже в руинах. И, по сути, жить там уже, ну, город уже не пригоден к жизни. Так а Большому куда счету. деваются люди? Послушайте, тут какой-то тоже интересный момент. Вот по эвакуации в Сумской области был там целый материал, включали вот Юнаковской, ну вот этой ОТГ, да, территориальной громады, руководительницу. Она говорит, в принципе, вот нечто похожее, у меня даже такие флешбеки пошли на 15-й год, 14-15. Люди уезжают, но не уезжают за пределы области. Потому что то ли на что-то надеются, то ли не надеются. А 5 человек остались в Юнаковке, потому что боятся ТЦК. Говорят, никуда не поедем. Мы лучше здесь будем сидеть под обстрелами в буферной зоне, но туда не поедем, потому что не хотим, чтобы нас крутили, ломали, бусифицировали. То есть украинцев ну, не везут их дальше. Почему? Ну, знаете, ну, опять же, если смотреть единый марафон, то сложится впечатление, что с временно перемещенными лицами государство максимально проявляет заботу, обустраивает это, но реальность совершенно иная. И люди прекрасно понимают, потому что уехав, они останутся один на один со своими проблемами, что на всех жилья, работы не хватит. И ну, опыт многих тех, кто перебрался там, в западные регионы, показывает, о том, что ну, там вжиться весьма непросто. Ну, воспринимают как чужака. Есть, кстати, и другой обратный процесс. Вот тоже Донецкая область, вот, мелькали такая информация о том, что некоторые перебираются туда, чтобы, ну, в надежде, потому что попасть в Россию не через Шереметьево вот, на оккупированные территории. Ну а с ТЦК понятно, что учитывая методы работы ТЦК, тем более, что у нас идет какая-то непонятная информкомпания, знаете, вот, как правило, тех, кто
те, кто запускал ролики с беспределом ЦСК, у нас кошмарили по полной программе, едва ли не агентами ФСБ и так далее, ну, на врага работаете. А тут интересный процесс. Вот этого боевого медика, по-моему, Замриева фамилия, ну, я скажу, недешево и очень масштабно разогнали. Причем через, как говорится, репостили известные ломы. А как известно, вот если кто-то так зажигает, значит, это кому-то нужно. Вот у меня то ли это был такой спин, то ли уже началась кампания того, что все вешают, ну, кто крайний, ТЦК, естественно. Ну, а там, да, действительно, кричащий факт, когда абсолютно незаконно, плюс там э, оказался в одной камере точнее, комнате с майором из авиационных частей, которого отправляют в пехоту. Ну, в общем, мрачная картина полного беспредела. Естественно, люди в такой ситуации начинают ТЦК бояться больше, чем врага. Это ж Ну, перспективы это попасть в катастрофа. прекрасно Это... понимают, что да, куда они, где они могут оказаться, ну, в пехоту или в штурмовики с высокой долей вероятности. Посмотрите некрологи. Как правило, ну, те, кто особенно не обстреляны, ну, и вот так попадает под сито мобилизации, ну, у них очень высокие шансы не вернуться, поскольку специфика ну, нынешней войны, ну, для новичков, новичкам оставляет новомобилизованным немного шансов успеть научиться, ну, как говорится, обтереться, знаете, обстреляться. 3-5 месяцев. Вот. Андрей Владимирович, вернемся к Сумской области, хотя я тут здесь заглянул в чат. Мы в прямом эфире, друзья, 19:18 сейчас по Киеву и Москве, то есть по этому часовому поясу. Я, смотрите, вот ничего не могу понять, и чат тоже недоумевает, да, вот в отношении этих тел. Эмоций очень много, но это же тоже своеобразный капкан. То есть, если принять 6 000 тел, то это будет означать, что еще там условно с десяток, а может, а там не пойми сколько, то есть открыть этот Нет, канал. нет, я думаю, что это то, что собрано, но это лишь малая часть от того количества, которое ну, является пропавшими без вести, потому что, как правило, если оставляют территорию, отступают, поле боя остается за противником, то немало это и в Отечественную войну, и сейчас, ну, это такая закономерность, что потом человек попадает в число пропавших без вести. Это число может быть кратно больше, нежели те 6 000 тел, которые вот в этих российских рефрижераторах. А почему вот это А разгонять? Ой, давайте, вы что, нам подсунут русских? Зачем Зеленский об этом упоминает? нет, ну, э, понятно, размыть, максимально размыть тему. А может, все-таки 6 000 там не только наши, а может, ну, люди склонны иногда, даже вопреки логике и рациональному, верить в какие-то иррациональные вещи. Но цифра 6 000, она действительно бьет по мозгам. Сумская область. Пошли скандалы, причем такие очень крупные скандалы, ввиду того, что, причем открыли Прозоро, посмотрели, как в Сумах за 56 Да, да, миллионов да. гривен обустраивают офис, да, власть, да, местная, как там строят дороги, как там, собственно, чего-то ремонтируют, какие выделяются деньги и быстро-быстро осваиваются. Вместе с этим сегодня на официальном уровне, это не мы с вами тут просто сидим и рассуждаем, как говорится, зраду разгоняем, Безуглая говорит, значит, местная военно-гражданская администрация в сговоре с генералами сдают Сумы, вот эти территории, которые, где сейчас идет противник, чтобы что, чтобы не видно было разворованных денег на фортификацию. Но это же скандал, это же госизмена, это же... Вот это настоящая госизмена. Безусловно. Ну, видимо, э, все мы, как говорится, архетипическая картина из операции, помните, когда
Для чего наняли вот эту тройку бывалого балбеса? Понятно, что, как говорится, огонь скрывает все следы. Точно так же и на оккупированной территории уже не пришлешь ревизию, там не посчитаешь, что куда ушло. Но достаточно посмотреть и по 23-му году в том же Покровске. Ну, активно высаживали клумбы, занимались благоустройством, но сейчас там уже половина домов – это руин. Причем там тоже те, кто бывал в Покровске, конечно, это производит шоковое впечатление. Но деньги тратились. Распила откаты никто не отменял, даже в условиях войны. К сожалению, э, это колоссальная уязвимость нашей системы управления, потому что ну, с таким процентом коррупционной маржи и воровства, ну, в принципе, невозможно выиграть. Тем более, что лишних средств нет. И явно, как говорится, перспективы в этом у нас совсем не радужны. Но по-прежнему продолжают пилить, воровать, как ни в чем не бывало. И достаточно посмотреть, стоит там на 30 километрах до Киева там 3-4 автовоза на каждом там, от миллиона и выше. Люкс, ну, практически на 2 миллиарда машин премиум марок за говорится, прошлый год было куплено. Кто-то ж, кому-то война, а кому мать родная. Это что же, эту максимум никто не отменял. Но у нас по-прежнему делают вид, что ничего не происходит. Я ни разу не говорил о том, что какой смысл содержать на 10 миллиардов гривен администрации оккупированных городов, Мариуполь, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск. Этим людям хватит денег. 10 миллиардов. В то время, когда ну, у нас не хватает средств на самое необходимое для армии, когда в бюджете дыра, потому что дают понять о том, что но по-прежнему хватит. Вот, ну, как-то со здравым смыслом это абсолютно не стыкуется. Андрей Владимирович, если мы посмотрим на перспективы, дальнейшие перспективы войны, то невозможно не отметить. Причем ГУР дает это там, вообще официально свою статистику. Во-первых, нашли там какой-то дрон, который на искусственном интеллекте видит поле боя, ему приходят сигналы, он там сам ориентируется. В общем, в принципе, нечто похожее, что в пылу на прошлой неделе, как это, многосерийности описания паутины вот этой операции, рассказывали про украинские дроны. Мы видим, что это в принципе идет развитие в одной и другой стороны. Но количество ошеломляющее, в 5 раз увеличено в месяц Конечно. производства в России. А что вы хотели? Гараж против завода. У нас же молодые люди со светлыми лицами, которые топили за аграрную сверхдержаву, и которые, ну, любого, кто там ставил это под сомнение, объявляли там ватником, ну, там, прокоммунистически настроенным, не понимают того, что, ну, не найдите прецеденты, когда аграрная страна выигрывала у аграрно-индустриальной. Вот, таких примеров не найдете. Ну, да, благодаря, как говорится, у нас диверсифицировано, тут есть и, безусловно, и причины того, что у нас невозможно развернуть крупномасштабное производство, но тем не менее мы видим то, что тот же «Шахед», если раньше это год назад это было 500 единиц в месяц, то сейчас вышли, ну, уже, как говорится, в месяц производят 1000. И это дает возможность запускать, ну, как и боевые, так и имитаторы. Ну, в количестве, вот последний удар, это около 500 штук. И, судя по всему, вот дальше ну, это будет без выходных, и это станет нормой, к сожалению. Но такова реальность. Причем я, в принципе, понимаю, почему «Шахед» вот этот представил АГУР, потому что украинские сим-карты в нем. Ну, такая большая проблема разжиться. Там не украинский, там стоит американский чипсет NVIDIA. Вот, ну, привет, санкция.
Ну, Ну, просто понимаете, китайский компьютер, но на американский чип. просто понимаете, нас же вообще уже форсят, что будут во время воздушных тревог распространяют эту информацию, надо отключать мобильную связь, мобильный телефон. Хотя, подождите, стойте, мы же помним 22 год, 23 год, когда мы спускались в укрытие. Да, мы искали всей страной вот эти метки на асфальте, вот эти Метки, все ну это ж... фонарики. Но нам же четко говорили, вы должны быть на связи всегда. Там радиоточки, а тут отключение мобильной связи. Не, ну Здравствуйте. это, знаете, ну это в рамках олленизации. Вот как в первые дни войны, вот это была олленизация, которая, кстати, обернулась и кровью. Там, когда, помните, Friendly Fire, когда там и на проспекте Победы, и там на Т-лиге, поиски шпионов, ставящих метки. Знаете, но когда в 4 часа ночи смотришь на телефоне, ну, на навигаторе, оказываешься в Перу, и, как говорится, время 14 часов дня в 3 часа ночи. Ну, работа глушится, и, судя по всему, вот, по мнению специалистов, необходимости такой отключения мобильной связи нет. Ну, это Значит, уже есть в чем-то другом. да. Чем? Дело в том, что вот эти дроны с искусственным интеллектом, а это уже завтрашний день, ну, уже помним, что Маск сказал на операции, как он откомментировал операцию «Паутина», о том, что беспилотники – это за ними будущее, а за пилотируемой авиацией нет. Но не спешите провожать, пилотируемая авиация еще долго будет востребована, но беспилотники будут развиваться. И, судя по всему, поскольку не стоят на месте и средства противодействия, судя по всему, следующим шагом станут беспилотники на искусственном интеллекте, когда закладывается, программируется карта местности, и он в режиме реального времени он ищет нужный объект. И сим-карты телефона это дублирующие. Это только дублирующие. Технологии искусственного интеллекта позволят наносить удары по цели, не опираясь на мобильные сети. Ни А, на провода, ни на радиосигнал. Сегодня в Foreign Policy, ну, мы видели, да, несколько дней уже распространяется фотография, как на Донецком направлении украинский это солдат сфотографировал гнездо птичье уже из оптоволокна тоже, да? То Да. есть мы понимаем и видели, наверное, ну, те, кто там смотрит шум, те, кто следит за вообще темой, за каналами, как просто усеяно все вот этой леской оптоволокна Да. в Донецкой области, а это четко там донецкие пейзажи на этих видео, которые показывают украинские солдаты, все в этой леске. Это отработанный как бы материал вот этого дрона, который летит на Украину. Колоссальное количество дронов из той и с другой стороны, но будем объективны, россияне опережают нас ну, как говорится, в дронах на оптоволокне. И да, довольно активно сейчас ищутся средства противодействия, натягивают сети, но факт остается фактом, то, что все, что появляется, вот kill zone, это там 10-15 километров по другую линию фронта, все сжигается. Идет охота за командами дронщиков. И с той и с другой стороны, если кого-то находят, то туда летит уже все. Не только дроны, но и арта. И так, то есть характер войны колоссально изменился по сравнению с 22 годом. Это все, кто имел возможность сравнить, все это совсем все совершенно другое. Foreign Policy публикует материал. По их данным, ну, их источников, инсайдеров в Вашингтоне, не прекратят предоставление Украине спутниковой разведки. Спутниковые данные – это глаза и уши Украины, а также дешевый способ для Вашингтона держать руку на пульсе. Однако один из наиболее вероятных сценариев – это тот, при котором Трамп возложит вину на обе стороны, на Москву и на Киев, за то, что они не следуют его указаниям. Отойдет от дипломатического процесса, прекратит поставки американского оружия. Тем не менее, не оставит Украину полностью, а, собственно, вот спутники не отключит. Политики в США, включая большинство республиканцев, понимают, что для Вашингтона слишком многое поставлено на карту в случае возможного краха Украины.
Понятно, да, тональность материала вот этого foreign policy, но все-таки нужно ведь как-то понять, а в какую игру сейчас играют американцы, что они будут предпринимать, потому что уж извините, когда Зеленский жалуется, что 20 тысяч каких-то там дешевых ракет с наведением на шахеды должны были получить мы, а отправили на Ближний Восток, так ему Умеров сообщил, мы понимаем, что этот процесс уже начинается сейчас. Но с другой стороны, мы же видели сообщения по ударам, последним ударам, в том числе по стратегам, что американцы ни при чем. Это не американские данные, это частные спутники, или британцы, или французы, в общем, но без американцев. Какая-то Придумал. непонятная игра. Да, спутник притула обеспечивает. Знаете, но дело в том, что в рамках Альянса Пяти Глаз, в рамках предоставления информации странам-членам НАТО американцы делятся. И ну, прекрасно понимают, что запретить передавать эту развединформацию Украине, ну, это совсем не камильфо. Ну, как бы там ни было, но Североатлантический альянс ни почем. Ну и понятно, что это будет выглядеть совсем некрасиво. Ну, такой-то кардинальный разворот. Ну, по сути, ну, Трамп вот по последнему заявлению отошел в сторону и, по сути, на одну доску ставят и Украину, и Россию в этом конфликте. Как бы я здесь ни при чем. То ли это поза, но мы знаем, насколько переменчив Трамп, как у него может кардинально меняться позиция за очень короткий промежуток времени. Посмотрим. Но пока вот Стамбул все-таки больше напоминает тупик, нежели место капитуляции, поскольку ресурсов ну, того, что было предоставлено еще администрацией Байдена, последние пакеты до июля, и там еще до 2026 года, ну, несущественно. Плюс та финансовая поддержка со стороны европейской тройки, Японии, ну, позволит ну, еще 2 квартала протянуть. Что дальше? Вопрос совершенно открытый. А ясно другое, то, что у нас плохо с ресурсами. И ситуация, кстати, вот по суммам очень хорошо показывает, что резервы ушли на купировать проблемы на Покровском направлении под Константиновку, но и тут же обозначились проблемы под Сумами. Там 10-тысячная группировка российских войск, ну, соответственно, чтобы все это сдержать, ну, надо хотя бы что-то сопоставимое подтянуть. Ну, а вот, кстати, это о цене Курской операции, которая плавно трансформировалась в Сумскую. А, Если мы попробуем понять, а что может противопоставить Украина? Зеленский, отвечая на вопрос ABC News, а ему четко задали вопрос, ну, вот, Америка уходит, например, да? Что это будет означать? Он отвечает, что, ну как что, у нас будет больше жертв. Мы там не дети на площадке, которые дерутся, Путин пришел убивать, ну и так далее. Там слезные истории рассказывает про отца там из Кривого Рога. И, в общем-то, делает очень хитрый такой маневр. Говорит, как бы россияне бесятся, Зеленский говорит, но понимают, что вот в такой войне, а что он имеет в виду? Диверсии, дроны, которые там тайно с территории же России взлетают. Я помню просто аналитики разные, да, когда там летела по Грозному, летела там еще куда-то, летела там на севере где-то, да, и все так смотрели и думали, елки-палки, ну как, откуда запустили, с Европы что ли, еще что-то, оно не долетит. Но у нас делали хитрые глаза и говорили, смотрите, дырявое ПВО России, можно всю Россию пролететь и долететь. Хотя это было еще невозможно. И тут теперь, в принципе, вскрылась очень важная история после этой паутины, что диверсии, дроны, ну, так сказать, взлетают с самой России. И, мол, они бесятся, но они понимают, поэтому это, считает Зеленский, их, ну, вот этот характер войны заставит Россию, ну, или как-то подтолкнет ее к какому-то окончанию войны. Ну, странная логика, согласитесь. Нет, не подтолкнет. Ну, знаете, огромная территория России – это сильная страна, в которую упирались все, кто приходил
с войной, но это и уязвимость. Уязвимость, потому что прикрыть э, нормально средствами ПВО всю территорию практически невозможно. Это невозможно было и при СССР с мощнейшей системой, многослойной системой ПВО. Ну, что доказано Матиасом Рустом, который на дешевой Сесне пролетел до Красной площади. Головы потом послетали в ПВО, в Минобороны, но факт есть факт. И вот эта ситуация, ну, тем более, что не каждая же граница на замке. Граница России с Казахстаном, там тоже активно работают специалисты по игре, ну, умеющие играть на контрабасе. Я думаю, как раз им удалось завести крупную партию комплектующих, судя по всему, взрывчатку, и это уже на территории России собрать. Огромная территория, ну, там кто-то бахвалился, что это рядом с Челябинским управлением ФСБ, понятно, ну, кажется, систему, абсолютную систему тотального контроля цифровой канцелярии, даже с использованием современных технологий, создать пока еще невозможно. Ну, и, естественно, вот нашли такую уязвимость. Да, это будет, как говорится, войдет в учебники и будет рассматриваться как пример успешной диверсионной спецоперации. Но диверсии еще никогда не выигрывали войны. Вот. Если знаете обратное, приведите такой пример. Я, например, таких примеров не знаю. Да, это больно, это чувствительно. Да, это способно многое менять, но, знаете, рейд Шамиля Басаева, ну, очень сильно ударил по общественному мнению, по усилению популярности чеченской войны, но не он стал причиной хасавюртовских соглашений. Вот, в качестве Какой может такого. быть ответ? Вот все гадают до сих пор, в принципе, чувствует Украина на себе растущее количество воздушных целей. Правда, опять-таки, знаете, вот это вот тоже какой-то, ну вот там, например, там, эти 6 тысяч тел, да, Зеленский говорит там, это там не украинцев могут подсунуть. То есть не верим, там, не берем, будем перепроверять, что это такое. Опять-таки, запуск. И выходит ПВО, говорит, 4 кинжала, X-31, позбивали все. Подобно сегодняшнее. Ну, в Ровенскую область летел. Да. Ну, не знаю, опять же, к бравурным заявлениям о том, сколько сбито, отношусь, ну, последние удары, ну, прилеты шахедов по Киеву мы видели. Кстати, вот тратя миллиарды на клумбы, на распилы, ну, установка элементарно для борьбы с шахедами, которая позволяет уничтожать цели в 5 раз меньше, нежели шахед. Ну, это Sky Sentinel, по-моему, 150-200 тысяч долларов. Опять же, компьютер, тепловизор позволяет довольно эффективно бороться. Несколько квадратных километров территории, ну, прикрыть способна. Вопрос там в производстве комплектующих пулеметов Браунинга М2 по всему миру вот так. Можно не только там другие образцы, но это довольно эффективное средство для борьбы с шахедами. Но почему-то у нас до сих пор вот эти тачанки с пулеметами, а по-моему, попробуйте вручную навестись на это. Ну, да, иногда там слышу, там, дрон непонятно на какой высоте жужжит, там, там, километр или полтора, ну, а по нему там почет в белый свет, как копеечку. То есть, ну, вот это вопрос. То есть, проблему, допустим, прикрыть небо от шахедов, ну, я думаю, за 3 года, ну, при нормальной организации, если без воровства, это можно было вполне решить и минимизировать. А так, ну, по-прежнему продолжается вот этот шахедный террор. И да, вот эти удары, ну, там спорят. Дело в том, что в основном бьют то по промышленным, по инфраструктурным объектам. Ну, заметно то, что там, по-моему, 3 человека погибших вот, по последний удар. Но, знаете,
количество жертв среди гражданского населения, это мало кого волнует, это не ставится основной целью, но ну, как прилет по Харьковской детской железной дороге, когда ну, назначенный директор, который 2 недель не проработал, погиб еще один сотрудник. Ну, что там за инфраструктурные объекты, что туда прилетело. Ну, Харьков прифронтовый город. Равно как и второй удар в Киеве, когда погиб пожарный расчет, который сегодня хоронили. Но это же не первый раз, когда следом за за одной ракетой прилетает другая, ну, к тому спустя там полчаса. И это уже не первый раз такое происходит. Поэтому относительно гуманизма, ну, это во время войны это в расчет не берется, к сожалению. Зеленский ловит Трампа на том, что, в общем, надо демонстрировать силу. Всю неделю прошлую он критиковал чуть ли не в каждом обращении о том, что если Трамп не реагирует, значит, он за Путина. Ну, это не прямо, но это все читалось. То есть вот так ему выписывали тексты, так он их заучивал и говорил, или там читал в обращении. Со стороны Америки мы не видим пока никакой реакции. Увидим какую-то? Ну, я спустя время увидим. Либо, как говорится, из уст Такера Карлсона, либо Вэнс, который ну, менее сдержан по сравнению с Трампом. Трамп, судя по всему, как-то активно реагировать не будет. Ну, с Трампом уже и так были сделаны все возможные ошибки. Ну, вот, в отличие от Мерса, ну да, это смотрелось, конечно, 38 минут самовыражения Трампа и 4 минуты поговорить Мерсу. Ну, по-моему, тут все, как говорится, картинно маслом. Но никто, по-моему, Владимира Александровича не брифовал перед его авантюрой в овальном кабинете, то есть, которая только усугубила то, что и так было очень плохо. Ну, только усугубило. И явно, ну, не понимая, с кем имеешь дело, ну, знаете, это уподобится Винни-Пуху, который полез за медом к неправильным пчелам. Андрей Владимирович, по поводу политической составляющей. Ведь очень интересен вот этот вот момент с тем, как как пытается, условно, повесив вину за проигрыш фактически на Трампа, Зеленский дальше вести политику. Есть ли перспективы политические, условно, у человека, который скажет, мы пошли на непопулярный мир, ну, там, после летней кампании или во время летней кампании, но это все вина Трампа. И будет ли это серьезным политическим уроном по самому Трампу? Ну, по самому Трампу это как отыграют демократы. А судя по всему, они могут за это ухватиться. Ну, посмотрите, что сейчас как тема беспорядка в Лос-Анджелесе активно прокатывается. У Трампа по-прежнему перевес в медиа не на его стороне. Тут демократы все-таки контролируют то, что видят, слышат американцы, то, что читают. И заметно. И это наверняка, как говорится, прилетит Трампу спустя время. Будут реминисценции с Афганистаном и так далее. Но, у нас, как известно, Рафик не виноват. Но ведь мы живем в период. 20 лет назад это было бы невозможно, но мы видим, что в Армении Пашинян вдрызг, ну, Карабах был сакральной темой. Армении там годами правил карабахский клан. И, ну, казалось бы, это святая святых. Но, тем не менее, вдрызг проиграл и в 20-м, и в 22-м, и тем не менее остался у руля. Ну, тем более у нас в условиях, ну, фактически даже если отменят завтра военное положение, де юре, де-факто все будет работать. Полицейский аппарат, машина подавления, информационная блокада потенциальных конкурентов. Ну, можно в таких условиях можно проводить выборы. Да, это будут по форме выборы, а по существу это будет издевательство над свободным волеизъявлением. Ну, в таких выборах у Владимира Александровича есть шанс. Если выборы будут маломальски конкурентными, то шансов нет.
Ну, так а кто их может сделать конкурентными? Лиц нет, понимаете, таких, которые могут... Вот просто, Ну, просто смотрите, знаете, вот ну, сейчас, это, кстати, очень интересный маркер. Выпускают вот этот учебник для 8 класса, его все увидели, заметили, Министерство нашего образования его утвердило, и на нем там фотографии да. Притула, Чмут, Берлинская. Реестровых волонтеров. То есть есть же нормальные, есть реестровые волонтеры. Ну, там Маша Берлинская, которая рассказывает о том, что женщин будут призывать. Ну, это в прошлом, я уже помню, ЛГБТ-активисткой. Ну, видите, переквалифицировалась успешно в там, специалистку по дронам. Правда, с нее, причем эти же, в особом положении. С нее никто не спросил за Черниговскую трагедию, когда организовала фестиваль дронов, в который прилетели ракеты. Погибли люди, но она же неприкасаемая. Но я думаю, спустя время узнаем, кто, это, кто продвигал, кто крышевал. Ну, неудивительно то, что подобные персонажи там появляются на страницах учебника. Хотя, Нет, ну, просто смотрите, это 8 класс. Мы примерно понимаем, можно посчитать, сколько этим детям до 18 лет. Это вот тоже такая, что ли, история? Агитация на страницах учебников? не, ну и а что вы хотите от нашей системы образования? У нас уже 10 лет, как, по-моему, наш Нарабраз только патриоты и идиоты ну, выпускает. По поводу, скажем так, русского языка, здесь очень много продолжающихся вот этих случаев, вот этого ужаса. Причем интересно, что представители омбудсмена там сегодня давали трубку одному из молодых освобожденных пленных, и он там по-русски общался с матерью. Видео, конечно, сильно, это всегда такие сильные видео, когда человек возвращается из плена, звонит родному близкому человеку, что как бы я жив и так далее. Но, видимо, это он встретил просто омбудсмена. Но он же, наверное, вернувшись, встретит Третьего, да, и мовного шпрехенфюрера омбудсмена. Кремля. Ну, знаете, вчера опять там в броварах там прицепился за московитскую музыку. Ну, там, девушка ответила, что у нее отец погиб на войне. Ну, как бы. Это другой пример. Вот есть, да, действительно реально много помогавший и фронту, и Харькову Юрий Сафронов, харьковский бизнесмен, волонтер. Ну, он большой любитель тенниса. Кстати, строил в Харькове теннисные корты. Ну, и известная в Харькове личность. Он комментировал теннисный турнир на русском языке. Ну и как тут же пошли косяком жалобы, и его забанили. Вот, по трансляции. Невзирая, как говорится, на заслуги. Дело в том, что, смотрите, вот есть у нас там всевозможные проекты типа деколонизация Украины, которые в Фейсбуке там под рекламой, это же оплачиваются деньги. Очевидно, на это даются деньги. Гранты, не знаю, USAID, кто это давал. Точно так же и на деятельность вот этих шпрехенфюреров, языковых активистов, выделяются какие-то средства, поскольку появление любой даже ну, завалящая коммерческая страница, где-то там что-то не так в части языкового закона, тут же появляется стая вот этих активистов, которые там набрасываются. Это в условиях войны. Но логика, конечно, весьма чудная. Потом эти люди удивляются, почему у нас иссяк мобилизационный ресурс, почему у нас 6 миллионов мужчин мобилизационного возраста, из которых там, ну, которые не хотят идти воевать. Но, ребята, извините, если вы, как говорится, делите страну, вы устраиваете сегрегацию на сведомых и москворотых, ну, не удивляйтесь, что такие будут и результаты. Вот. Поэтому, но в условиях войны должна работать элементарная логика. Кто не против нас, тот с нами. А у нас, кто не с нами, тот против нас. А, Андрей Владимирович, интересно все-таки выглядит Америка последние дни. Мы там сейчас поговорим о Лос-Анджелесе, но перед этим я хотел бы Марджори Тейлор Грин выступление, общение, а, собственно, ее выступление и, так сказать, ее информацию о том, что
против правительства Януковича и вообще Януковича, времен Януковича, выделялись бешеные деньги для того, чтобы финансировать его свержение. Мол, кто за них ответит, насколько это целесообразно. Ну, в общем, если режим противится Америке, тогда целесообразно. Получила Марджори Тейлор Грин ответ. То есть USAID фактически уже четко признан организацией, через которых убивают режимы. Что это изменит? И изменит ли что-то в итогах нашей войны? На итогах войны это никак не скажется. Спустя некоторое время некоторые молодые люди со светлыми лицами, привыкшие к безбедному существованию на гранты USAID, обнаружат, что лавка закрылась окончательно. То есть многих была же такая надежда, что там вот через суды все это. Ну вот, да нет, это там несколько месяцев Трамп почудит. Ну, да, естественно, надежда умирает последней, но это может пройти еще несколько лет. А там, знаете, за несколько лет то ли шаг помрет, то ли и шаг сдохнет. А вот без этого инструмента мягкой силы, и не только мягкой, но действительно, когда, причем в отличие от России, которая там создавала там, уже Виктору Медведчуку довольно, как говорится, определенные дали преференции, ведь на ровном месте, ну, попробуйте, вы заполучите там продуктопровод, это президентский бизнес, дайте возможность, ну, дай возможность открыть несколько новостных каналов, на это нужны деньги, и, ну, такой канал, как тот же, допустим, Ньюсван или 112, это ну, ежемесячно это пол лимона зелени, налик надо. Ну, будучи в оппозиции, это архисложно, ну, если отталкиваться от украинских реалий Ну, сделать. То есть, смотрите, значит, тут же мы же помним Степашина, да, да. который говорит о том, что как это, прозевали, Украину прозевали, нужно было Так работать, они, нужно было... специфика, ну, знаете, это можем посвятить отдельную тему, как Россия прокачивала свою, и, ну, как говорится, и кому перекачивала свою мягкую силу. Ну, это отдельно. То есть тут тот же, еще тот балаган. Соответственно, и результаты. Не удивляться тому, что в Кремле решились на специальную военную операцию, вот, в расчете на то, что украинцы будут встречать цветами, и все, как говорится, как шашечки домино, все посыпется и сложится, и ВСУ не будут сопротивляться. Но это надо было быть просто. Ну, равно как и одни другого, одни давали прогнозы, что там полгода санкций российская экономика схлопнется, что это страна-бензоколонка, там, не понимая того, что нефтегазовые доходы это лишь 20% российской экономики. Ну, с той стороны считали, что, как говорится, страна 404, и стоит только, как говорится, дать импульс и за Киев за 3 дня. Ну, насталося так, як гадалось. Трампа протесты в Лос-Анджелесе подпилят ему ножку трона или наоборот зацементируют и сделают бронзовым Не исполнителем своих предвыборных обещаний, а злые в советских и с мексиканскими флагами мигранты, жгущие флаги Америки, будут повержены? Знаете, но как Трамп ставит вопрос? Потому что Лос-Анджелес захвачен иностранцами, нелегальными мигрантами. Оккупация! Оккупация. Вот. А среди тем, по которым у Трампа за первые месяцы его второй каденции есть зачет, это борьба с нелегальной миграцией. То есть это то, что американцы одобряют. И как бы там ни было, но пока вот понятно, там будет идти пикировка с Гевином Ньюсомом, с губернатором Калифорнии, но положение Трампа это не поколеблет. Да, там будут высвечивать там кто-то, даже завернувшийся флаг СССР, другой принес там чучело Трампа на демонстрацию. Да, будут яркие картинки, но в масштабах Соединенных Штатов большинство американцев здесь будут скорее на стороне Трампа, поскольку нелегальная миграция и
как следствие криминализация, довольно высокие социальные расходы на поддержание таких, ну, целых колоний уже нелегальных мигрантов из Центральной Америки, из Венесуэлы, Колумбии, там можно перечислять и перечислять. Ну, американцы, мягко говоря, возмущены. И здесь они будут на стороне Трампа. Поэтому Так а что с сегодня ними, другой, ну, что с ними сегодня делать? другой момент. Ну, Трамп, он уже восхитился этим сальвадорским то ли президентом, то ли диктатором, там у него что же там 90% результат, построившим самую большую тюрьму в Латинской Америке, там на 40 тысяч заключенных. Куда если попадаешь, оттуда можно только вперед ногами, с жесточайшими условиями содержания. Вот он будет туда высылать, а президент Сальвадора готов подставить, да, как говорится, принимать мигрантов. Помните, ну, одна из удачных акций, когда президент Колумбии вынужден был отправить самолет за колумбийцами-нелегалами. Здесь пока вот единственное, что пока Трампу удается, где он позиционируется со знаком плюс, это борьба с нелегальной миграцией. И лос-анджелесские беспорядки только будут демонстрировать, что Трамп был прав, что с этим надо что-то делать. Ну, а поскольку там еще и парни и девушки, ну, проявляют такой буйный характер, там камни, там бутылки с зажигательной смесью, жгут эти роботакси, электромобили. Почему? Потому что когда батарея электромобиля взрывается, ну, она дает такой впечатляющий эффект. Эта картинка беспорядка в Лос-Анджелесе, она будет объективно работать на Трампа. Ну, то, что мы видим сегодня. Что будет завтра, через неделю, ну, там, не знаю. Мне другая сегодняшняя сценка. Это как израильтяне встретили Грету Тунберг. Вот. Так, я вот, Да. если честно, не понял, не Все понял. забыли, да, да, Александр, все забыли, 15 лет назад была другая флотилия свободы, из 6, там не одна яхта, на которой плыла Тунберг, а там было аж 6 кораблей. И израильтяне захватили вот, ну, вот этот флотилию свободы. Причем на Маве Мармара один из кораблей погибло 9 человек, 10-й потом тяжело раненый умер. Ну, и были ранены и израильские спецназовцы. Естественно, это привело к радикальному охлаждению отношений между Турцией и Израилем, и потом долго, там еще лет 5 как-то все это сглаживалось, и до сих пор, ну, э, мягко говоря, не любят израильтян, когда летят там через тот же Стамбул. Это многие отмечали. То есть это никуда не делось. Но в этот раз сработали ну, просто бархатно. Даже сэндвич с пастромой. Это Гутенберг угостили. Ну, вообще, конечно, Да. цинизм высочайшего уровня. Просто, ну, просто высочайшего Нет, уровня. ну, как, они же довезли гуманитарный груз, там показывают несколько мешков риса, там, ну, чисто реалити-шоу. Но в этот раз научный горьким опытом израильский Шайтет-13, по-моему, этот морской спецназ, сработали очень аккуратно. Доголосовывайте, друзья, в чате трансляции. Значит, из свежих новостей Сибига вышел с заявлением, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в июньском саммите НАТО, должны быть сильные, конкретные решения, которые уже сейчас усилят нашу обороноспособность. Заявление потрясающее, с твоей... Ну, мы же там касались интервью ABC News, да? О том, что там и заявление Зеленского, что нужны сильные сигналы. Короче, Но это Зеленский называется теперь, политика. Зеленский теперь шантажирует своим участием или неучастием. Ну, выглядит так. Но это, знаете, называется, это еще, ну, это не первый год, это политика ожидания потужных, очікування потужных сигналов. Вот, ну, какие потужные сигналы? Явно для Европы важно выиграть время. Ну, мы видим сегодняшние кондиции вооруженных сил военно-промышленного комплекса, ну, военных аналитиков напрягают.
А для того, чтобы что-то изменить, нужно время. Знаете, ну, я не раз проводил параллели с Мюнхенским сговором. По сути, вот Британия и Франция пытались выиграть время, отдав, как говорится, Чехословакию на прокорм агрессору, который аннексировал Судетскую область. Ну, британцы успешно использовали этот год, французы не так, но факт есть факт. Вот. И точно так же Европа рассчитывает. Поэтому, да, будут поддерживать, но их возможности не отвечают потребностям воюющей Украины. И цена войны, грубо говоря, это 40-50 миллиардов ежегодно. Ну, функционирование государства, текущие расходы, ну, Европа там более-менее закроет. Но ведь львиная доля военной техники и боеприпасов, которые поставляли Соединенные Штаты Америки из своих запасов, вот, собирали там по всему миру, три четверти. Европа и остальные страны – это лишь четверть. Да, там сегодня откровение Михаила Бродского, посла Израиля в Украине, о том, что израильский Патриот уже в Украине и так далее. Но все равно в общем балансе Соединенные Штаты – это 75% военной помощи. Это касается техники, боеприпасов, комплектующих. Вот, ну, покупать это за деньги у Соединенных Штатов, но явно таких финансовых возможностей у Германии, у Британии, у Франции сегодня нет. Да, Зеленский говорит, мы хотим купить, нам не продают. Да, Ну, да, мы они готовы. продают. Ну, нет, ну Страна, как он хочет? страна в дефолте, дырка в бюджете 400 миллиардов. Он говорит, я готов купить ПВО, Не, ну продайте. как, ну, это ж не ларек с сигаретами, что там пришел. Там, это миллиардный бизнес. Чего хочет Киев? Киев хочет счет ресурсной сделки. Соединенные Штаты не хотят. Ну, это, кстати, одна из причин, почему тему ресурсной сделки вдруг она пропала. Вот, Ну так и исчезла. почему очень скупые, такие Мгм. достаточно однотипные и ни о чем комментарии решительного поезда Ермака на прошлой неделе в Соединенные Штаты Да. Америки? Ноль Поскольку по там, модулю. знаете, какую комбинацию из трех пальцев можно сделать? Ну, судя по всему, это адекватно результатам этой поездки. Да, за живые деньги, но, по-моему, на 40-50 миллиардов на содержание ВСУ, на поставки оружия и боеприпасов Европа не готова раскошелиться. Ну и все, Вот. конечно, это все хорошо, но вы так Бродского вспомнили, он же там как сказал, говорит, у нас в Израиле нет такого. То есть, если ты родился в семье там чиновника высокопоставленного, то Ну, все знаете, но наравне всех идут. мужа нет. Так у нас же, понимаете, вот когда нам, да, у нас же вот эти вот с волонтеры, которые там от эфира к эфиру бегают, они же рассказывают, как в Израиле, там и женщины служат, но при этом там дети министров и дети политической элиты, топ-бизнесменов, все служат. Даже Харадим. Даже сейчас в газу вошла бригада Хашманаем, которая полностью состоит из датишных, это религиозные евреи. Вот. Там даже решили, длительное время, десятилетиями они не служили. Но они фактически были реализованы как отказники А в религиозные. Украине, А в Украине ясновельможная шляхта, это, ну, очень такое режущее глаз деление. Одни штурмуют по пятницам рестораны, Гудвайн, другие посадки. ну Там под что, Покровском. Сергей Лещенко в субботу очередной клубняк у него, Вот, диджей, вот, технократ. вот, А в да. Черниговской области мать привезла сына своего, ну, больного, инвалида, да, в ТЦК. Документы сына, говорит, верните мужа, я одна с ним не справлюсь. А ей развели в Черниговской области, говорят, так нет у него права на отсрочку. Да, инвалид, ну вы же есть, вот вперед и с Да, песней. нет, ну, а вот адвокаты рассказывают, выиграли дело незаконно, действительно, ну, человек полуинвалид, но тем не менее поставили в строй. ТЦК признан годным, ну, как там проходит ТЦК. Э, Суд обязал, как говорится, признал незаконным. Все, а обратно никто, как говорится, никто не возвращает. Для чего это делается? И почему? Кто вот дал карт-бланш
ТЦК. Ну, что потом все свалить, это Рафик не виноват, это ТЦК виноват. Знаете, но результаты это ж не радуют. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо. Нас больше 15,5 тысяч. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на Золотарева, его интервью в одном месте на YouTube-канале. Ссылка в описании. Переходите, интересуйтесь. Значит, вот такой у нас итог. Как вы оцениваете Стамбул-2? 2%. Шансы на успех высоки, уже прорыв, сам факт этой площадки. 21%. С большим скрипом, но идет, дай бог. И тут дилемма меняется туда-сюда, туда-сюда. 38%. 50 на 50. Ну, 38% бесперспективняк, причем полный. И 39% площадка для капитуляции и не более того. Ну, понятно, что это не противоречащие другие, один другому варианты, но тем не менее. Что скажете? Знаете, бесперспективно или площадка для капитуляции. Вот я думаю, с этим согласятся большинство. То есть, или никакой перспективы дальнейших переговоров, или, как говорится, пусть не полная, пусть не безоговорочная, но капитуляция. Пока вот все выглядит именно так. То есть, ну, другое дело то, что, конечно, позиция Трампа выглядит весьма двусмысленно. Ну, он действительно отползает в сторону, как мы месяц назад мы говорили, потому что предстоит сделать вывод. Пока он демонстрирует это. Но, с другой стороны, знаете, всегда же надежда умирает последней, но, тем не менее, судя по всему, за кулисами какой-то диалог продолжается. Что будет выпущено? Что, может быть, будет сенсация о том, что такие трехсторонние встречи? Ну, честно говоря, я пока скептически отношусь к такой возможности. Я вижу ну, то, что у Украины не исчерпались возможности для продолжения войны. Их хватает еще на несколько лет и у России. Кто бы что там активно сейчас начали писать про проблемы российской экономики. Ну, проблемы проблемами, но возможности более чем достаточно. И те условия сторон, которые мы видим. Поэтому Да, я стою на том, что все-таки переговоры пока в Стамбул бесперспективен. извините, это мне попался обращение Зеленского. Жестокие бои на Покровском направлении, в районах Курской операции. В районах Курской операции, говорит Зеленский. Ну, И в не писать же, приграничье Сумской области. ну, такой политический новояз. Не писать же Сумской операции. Ну, понятно, что потери российских солдат огромные, они их не считают, но их потенциал не бесконечный, нужен, скажем так, наша активность помогает сдерживать российское продвижение, каждое подразделение, задания, в общем, выполняют, отметил бригады, в общем, спасибо, сказал там отдельным бригадам Зеленский. Ну, такое интересное, конечно, видео. Курская операция продолжается у Зеленского. Значит, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Андрей Владимирович, режим Блиц, коротко, чтобы больше успеть. Да. Поехали. Начнем с клуба зрителей. Клуб зрителей «Шелест». Тут вот такие вопросы. Может ли Андрей Владимирович прокомментировать Андрея Келлина, посла России в Лондоне? Напомню, что он заявил, что, в общем, Украина должна принять решение или подписать нормальное соглашение мирное, или мы отрежем треть страны по Днепру, и есть силы и возможности продолжать очень долго войну. То есть и полное поражение и капитуляция на ужасных условиях. Это вот посол России в Британии сказал. Так вот вопрос. Это пугалка-угроза или у России действительно есть такая возможность? Спасибо за работу и благодарит Алекс. Пока это угроза. Но, по сути, ну, знаете, это политика единого голоса. Когда одни заявляют максималистски, то есть, что ждет в случае, ну, а другие, как говорится, чуть-чуть снижают планочку. Ну, судя по всему, Келлин приподнял. Пока без проведения мобилизации, ну, в текущей, как говорится, явно не хватает у российских войск тоже и личного состава, даже 600 тысяч все равно для такой огромной страны
не маленькой страны, как Украина, этого явно недостаточно. Другое дело, если вдруг какой-то момент фронт не выдержит, сыпанется, такое тоже может быть. Но пока признаков есть проблемы, есть острые проблемы, но фронт пока не рушится. А значит, пока это выглядит скорее как угроза. Или поражение, или уничтожение. Пользователь Сенсей Александр, здравствуйте. Андрей Владимирович, вопрос. Может ли Соединенные Штаты продать России сделку по недрам? США уйдет с деньгами, а у России контроль. Заранее спасибо. Нет, я думаю, что продано что-то другое. Может быть, там это касается Ирана, Сирии. Ну, а, как говорится, а что взамен? До ОДС даю, чтобы ты дал. Ну, как в любой сделке. Даю тебе Украину. Э, Так, Поэтому, ну, что касается ресурсной сделки, то это вряд ли. Тут она сама по себе весьма сомнительная и масса вопросов. Поэтому, ну, там продавать пока еще нечего. поехали вопросы из нашего, ну, скажем так, анонса, из-под нашего анонса. Заранее можно было оставить вопросы. Здравствуйте. Почему вопрос к обоим, почему вы критикуете Украину и никогда не хвалите ее? Я понимаю, коррупция, ложь и так далее присутствуют, но что плохого в прекращении огня перед переговорами? Задает вопрос Мирослав. Я как раз прекращение огня не критиковал никогда, я наоборот за. Но в части, знаете, у нас же в части комплементарной информации, духоподъемной, но это надо на единый марафон. А хотя бы должен все-таки канал Шелест, там еще несколько каналов в сравнении с тем огромным массивом, который дает информацию иного толка, как говорится, броня крепкая, танки наши быстро, и наши воины мужества полны. Вот, но как-то все равно это не эквивалентно. Поэтому я стараюсь смотреть на все глазами реалиста. Что, еще раз подчеркиваю, я нигде кривого слова относительно прекращения огня не сказал. Другое дело то, что пока, ну, чтобы придать хотя бы, как говорится, подсластить отсутствие какого-то внятного результата в Стамбуле, ну да, пошли, ну, как говорится, турки продавили 15 мая, сейчас не знаю, чья это заслуга, но вот эти обмены пленными, репатриация тел погибших, ну, по гуманитарным вопросам. Все. А где еще какие подвижки? Найдите, пожалуйста. Днем с огнем. Людмила Тарновская, здравствуйте, губернатор штата Калифорния. Ну, если там к обоим был вопрос, да, вот должен сказать. Смотрите, никогда не хвалите Украину. Ну, Смотрите, тут же какой момент принципиально важный? Ну, то есть, хвалить Украину за что? да, что, кого? Государство? Ну, государство неэффективно. Ну, Смотрите, если... я искренне говорю, что народ Украины, он требует поддержки, он требует, ну, какого-то там плеча, каких-то добрых слов, потому что народ Украины адекватен в большей степени. То, что его выставляют как там помешавшегося на войне, зазомбированного и дураков из украинцев делают, это одна медийная история. На самом деле, по кухням, по там, общению частному, все адекватные люди. Ну, все понимают. И поэтому, когда, вот тут, понимаете, Украину как народ, вот такой народ, хвалить нужно, и как бы этим занимаемся. Но Украину как государство и как систему, как управление, ну, давайте будем хвалить. Давайте будем хвалить ТЦКшников, давайте будем хвалить тех, кто плоть от плоти строит огромнейший режим нерожденных для войны полицейских. Огромный режим. Их много, их больше становится. Они все наши силы обороны. А на фронте 20% воюют от этой всей силы, понимаете? Те, которые в окопах. Конечно, довольны они или недовольны, это все размывается в общей среде. А показывать нам барбершопных или там диких каких-то экспертов или еще кого-то. Вот так вот. Поэтому коррупция, ложь, это принципиально важно. Но людей надо поддержать. Люблю страну, но, мягко говоря, не люблю государство.
ну, в его проявлениях. Людмила Тарновская, губернатор штата Калифорния, президент Украины обвинили Трампа в бездействии. Андрей, скажите, кто из них прав? Второй вопрос. Бумеранг Майдан возвращается в Калифорнию? Берегите себя. Ну, украинизация американской политики, да, ну уже злые языки шутят, то, что там, как говорится, это и в Европу, и в Соединенные Штаты пришло. Я думаю, что идет пока такая, понятно, масштабнейшие протесты, которые перешли в насильственную форму. Естественно, губернатор пытается переложить, что вот до Трампа, пока Трамп не вмешался, все было контролируемо, но и до Трампа, и до Гевина Ньюсома процесс развивался. Просто вот этот нарыв где-то лопнул. Ну, лопнул он, естественно, в Лос-Анджелес. Причем в Калифорнии это случается уже не первый раз. Там и расовые беспорядки были, если мы помним. То есть это история довольно часто, когда на улицах Лос-Анджелеса горят машины. Я думаю, что Трамп ну, здесь все-таки виноват в меньшей степени, а он делает то, что от него ждут те, кто за него Ну голосовал. да. Вот жестко. В жесткой форме, да. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Казахи требуют объяснения от Украины за удар по их нефтепроводу месяца полтора назад. Украина пока молчит. Как вы думаете, чем это может закончиться? Ведь Казахстан худо-бедно, но член ОДКБ. Нет, ну, я не думаю, что Казахстан вступит из-за нефтепровода в войну, как член ДКБ. Ну, Такаев, президент Казахстана, все-таки он годы провел на дипломатической службе, и как дипломат он, ну, это очень такой взвешенный, осторожный человек. Ну, понятно, что цена, там, ущерб, который нанесен нефтепроводу, он несоизмерим тому ущербу, который может понести страна, которая вступает в войну. Естественно, лучше, как представитель еще той еще советской школы дипломатии, ну, помнит слова Громыка о том, что лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. И поэтому, ну, судя по всему, это будет решаться таком, на вопрос по ущербу. Да, будут, возможно, будут какие-то дипломатические действия, но то, что Казахстан лишь пойдет на какие-то радикальные шаги, я в это не верю. Это да, вот люблю нашу аудиторию, конечно, потрясающая. Иван пишет, а как дела с трибуналом для России? Ровно месяц прошел, как объявили о создании. А где первое заседание? Ну, знаете, пиар-политика такая, знаете, бессмысленная и беспощадная по отношению к аудитории. Расчет на то, что через месяц вот, таких скептиков их несколько процентов. А остальные через месяц уже не помнят, что было месяц назад, был ли там трибунал. Главное, вот, поймали эмоции, ну, как говорится, пригвоздим к позорному столбу агрессора. А что будет через месяц? Ну, помните, сколько было там по поводу ордера Международного уголовного суда. Сейчас вот вспоминают. Вот только в контексте, там, правда, вот с возвращением, с репатриацией детей немножко всплыла, потому что там же, оказывается, был ордер, и как раз по поводу, ну, выписан Международным уголовным судом в деле по похищению украинских детей, но тема как-то не развивается. Поэтому, ну, это такая специфика нынешней политики. Еще раз хочу, и в этой войне информационная составляющая, она стоит во главе угла. Так, значит, вот такой еще есть вопрос. Вопрос такой исключительно политтехнологический. Причем такой где-то даже философский, что ли. А, В общем, да, вот. Добрый вечер, Андрей, от Константина М. Давайте представим, что на нашей планете наступила эра матриархата, и во всех странах на ключевых постах в правительствах, парламентах будут женщины исключительно, ну или преимущественно. Станет ли в этом случае мир лучше и безопаснее? Если нет, то каким, по-вашему, станет мир? Ну, я думаю, что главное, чтобы не трансгендеры, как это было в Олимпиаде. Мы думаем, что это женщина.
Вот. Все-таки женщины иногда они более, опять же, взвешенные и осторожные. Все-таки, ну, да, и могут, там сказать, привести пример Голды Меир с ее там, ну и то. Израильтяне говорят, ну, что все-таки на Голде Меир как раз вина в том, что ну, в 1973 году Израиль проворонил нападение Египта и Сирии. Ну, но потом все прекрасно помнят о том, что именно Голда Меир послала мальчика. Но это и исключение. То, как вот эта рука Божья, вот эта операция, которая наказала палестинских террористов. А так, в большинстве случаев, все-таки женщины оставляют, ну, они более миролюбивы, более спокойны в политических вопросах. Поэтому, я думаю, учитывая то, что Украина страна, особенно одноэтажная Украина, там царит матриархат. Вот ключевые позиции в доме играет украинская жинка. Вот, это еще в 1996 году, когда была первая избирательная кампания Юлии Тимошенко в Верховную Раду. Ну, уже что глубинка Кировоградской области живет в условиях матриархата. В тяжелейшем материальном положении, но там царит матриархат. Поэтому я, в принципе, не против Мгм. того, что... Значит, вопросы из чата. Хочется услышать экспертное мнение, как долго бы Украина смогла воевать с Россией только на собственном потенциале, то есть без внешних ресурсов, оружия, денег, разведки, Старлинков. Сергей. От нескольких недель до нескольких месяцев. Ну, а М, остальное зависит от эффективности действий военного и политического руководства. Вопрос. Опубликован новый список тел военнослужащих ВСУ. Родственников по-прежнему по предыдущему списку, и поэтому не слышно, чего люди боятся. А чего вы от них ждете, просто интересно. Да, что, ну, выйдут, пойдут на Банковую, но их тут же объявят это, потому что это врагами народа. У нас, разве что у нас теперь статья не 58-я, как в СССР, там антисоветская деятельность, ну, антисоветская агитация. Но в Лукьяновском СИЗО там, кстати, ну, хватает тех, кто, как говорится, выправдовывание агрессии, або там, ну, и Ну, так так далее и это тому как подобное. горячие пирожки хотят, Да. ну, Никто, так или иначе, но страна находится в таком в полицейском режиме, в условиях военного положения. Кто будет протестовать? Стихийно, да, но бунт обречен на неудачу, как известно. если бы был проведен соцопрос о проблеме возврата тел, то как, по вашему мнению, ответили бы украинцы за, против возвращения, и какие варианты ответов вообще этой проблемы могли бы предложить? Ну, тут понятно, ну, кто против того, чтобы там чьи-то родные или, ну, или близкие, пускай так, их останки были возвращены и по-человечески похоронены. Но никто возражать не будет. Другое дело, что вокруг этого происходит, вот это вот, чтобы не было привкуса политических спекуляций, игрищ, как говорится, плясок на костях, вот в этом вопрос. М, Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели сегодняшний эфир. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.